Закатное солнце медленно уплывало за горизонт. Легкий ветерок приносил с воды прохладу. Мы стояли на берегу и наслаждались спокойствием. Впервые за последние пару дней. Казалось, что теперь все наладится, и дальше будет только красота заповедной природы и тихая радость путешествия. Мы еще не знали, с чем нам предстоит столкнуться. Медведь едва не растерзал туристов. Одному из них пришлось отбиваться от разъяренного зверя велосипедом. Моя мама родом из Уфы, поэтому в детстве меня с братьями она часто вывозила то в какие-то деревни, то к каким-то родственникам. В детстве мне очень нравилась эта местность, она была очень живописной. Кроме Уфы мы еще ездили к бабушке в деревню, ходили на рыбалку, там была очень красивая речка, поля, луга, свежий воздух, было очень красиво вокруг. Когда мы ехали еще в поезде, на подъезде к Уфе, мы выглядывали в окошко с братьями. И когда мы подъезжали к самому городу, я уже видела холмы, которые мне казались огромными горами. И меня это впечатляло и восхищало. Я думала, нифига себе, какая красивая местность. Вот это было очень здорово. И вот у меня родилась идея съездить по этим местам, поностальгировать. По карте я посмотрела, что там достаточно много городов, поселков, деревень, гор, холмов, полей. Причем местность достаточно зеленая. Властелин колец. Я решила попробовать составить маршрут, который максимально охватит всю территорию Башкирии. Километраж этого маршрута составил почти 1000 километров. На данное путешествие мы решили отвести 3 недели. С расчетом, что в день мы будем проезжать около 50 километров, не спеша, снимая красоты. Учитывая, что предыдущий поход по Золотому кольцу мы проезжали в среднем от 60 до 110 километров в день. Мне показалось, 50 километров это вообще будет легкотня. В детстве, возможно, нас просто вывозили в места, где достаточно много людей, поэтому встреча со зверями была просто невозможна. Когда я спросила у дяди, который живет в Башкирии, про особенности местности, по которой мы будем проезжать, то есть это были разные районы Башкирии, он сказал, что там бывают и медведи, которые выходят прямо на дорогу, потому что их подкармливают проезжающие автомобилисты. Еще он говорил, что там очень злые пчелы, огромные насекомые, слепни, комары, и вообще назвал Башкирию маленькой Австралией, что нас очень дико напугало. Не забыл упомянуть еще и про змей, про гадюк, которых я дико боюсь. Кстати, от змей-то мы не знали, как защищаться. Единственный вариант — это закрыться в палатке наглухо и ждать, пока ползут. От медведей я решила, что самым оптимальным вариантом это будет покупка пневмогорна, потому что о каких-то пистолетах пневматических даже речи быть не может. А вдруг он разозлится и еще на нас побежит? Проще всего напугать громким звуком. От слепней, комаров, клещей мы взяли довольно сильный репеллент, который позиционировался как раз для экстремальных условий. И в довесок мы взяли москитные сетки на голову. Но это была идея Алекса. Он просто съездил, приезжает, показывает. Я говорю, зачем эта фигня? Зачем ты нам маски пасечника взял? Ну, ладно, мы их взяли с собой.
Поездка нам предстояла на поезде, поэтому нам нужно было подумать о том, как транспортировать вообще велосипеды. У нас были закуплены велочехлы. До вокзала добираться с велосипедами в разобранном виде пешком, конечно, бы не получилось. Поэтому мы решили взять грузовое такси и переместиться на нем уже на вокзал. Грузовое такси нам обошлось в 1100 рублей, а носильщик, который нам просто по территории вокзала до вагона донес все эти вещи на тележечке, просто катя и не напрягаясь, взял с нас 1600. От помощи погрузки в вагон мы, конечно же, отказались. Когда мы подошли к вагону, нас спросили, а мы оформили дополнительно грузовой вагон для наших велосипедов. На что я удивилась, потому что когда оформляла билеты и указывала велосипед, думала, что автоматически это включается в стоимость билетов. И если указал, что ты везешь велосипед, значит, прямиком пойдешь в грузовой вагон. Но это оказалось не так, это отдельная услуга. Нам пришлось велосипеды вместе с вещами затаскивать в вагон и помещать их на третью, самую верхнюю полку. С вагоном нам, к сожалению, не повезло. Когда я покупала билеты на удобную дату и удобное время, поезд был только без биотуалетов и без кондиционера. У нас даже окна не открывались. Следующие сутки с лишним у нас прошли как в аду. Нам было настолько жарко, что мы выбегали при каждом удобном случае, на каждой остановке, даже если она длилась 5 минут. Проводница принесла нам маленький вентилятор, чтобы облегчить наши страдания. Это, конечно, спасало не очень сильно, но было приятно все равно. И вот спустя сутки мы приехали в нашу стартовую точку, город Туймазы. Там-то и начинается наше путешествие. Мы сошли с поезда в Туймазах в 4 часа дня. Какой же это кайф, наконец, покинуть душную железную коробку и вдохнуть свежий воздух свободы. Наше путешествие начинается. Было ясно, что за остаток дня мы далеко не уедем, поэтому главной задачей стала тщательная сборка велосипедов и вещей. На вокзале мы делали это впервые. Свин и Хорек доехали без поломок, но с закреплением на них стафа пришлось провозиться пару часов. Благо, Туймазинский вокзал довольно безлюдный, поэтому нам никто не мешал. Только охранник подошел поинтересоваться, откуда мы и куда держим путь. А потом очень удивился и сказал нам, что на его памяти москвичи здесь впервые. И вот мы уже в пути. С непривычки велосипеды кажутся неподъемными, но мы уже знаем, что через день-два наши тела адаптируются к нагрузкам и перестанут их замечать. От светового дня осталось всего несколько часов, поэтому главная наша задача – это поиск подходящего места для лагеря на ночь. Карты показали, что в 35 километрах от Туймазов находится озеро Кандрыкуль. Туда-то мы и направились. Закатное солнце медленно уплывало за горизонт. Рыбаки и шашлычники рассаживались по машинам и уезжали домой. А наш дом до завтрашнего утра был здесь, на берегу озера, сокрытый от непрошенных глаз густой растительностью.
На следующее утро я проснулся в 6 часов. Но не по своей воле, а от странных шорохов под палаткой. Виновники были замечены почти сразу. Ими оказалась живущая под деревом семейка мышей-полевок. Понаехали, блин, туристы, весь пляж засрали. Ну извини, друг, мы скоро уйдем. А пляж оказался и вправду довольно грязным. Что ж, самое время немного почистомейнить. Пока я убирался, внезапно обнаружил в соседнем перелеске общественный туалет. Эх, что же я ночью-то его не заметил. Пока Тусси досматривала сны, я медитировал на берегу. Только теперь меня охватило то самое чувство покоя и свободы, за которым, как мне кажется, следует любой путешественник. Осознание того, что наше новое приключение только начинается, вселяло в душу вдохновение и радость. Что же ждет нас на этот раз? Узнаем же это. Сушеные бананы. Вкусно. И сытно. Пока мы остановились на привал, меня сморило. На свежем воздухе спится хорошо.
давала о себе знать. Поэтому в определенный момент у нас кончилась вода. А с наличием магазинов здесь было не везде гладко. Пришлось обратиться за помощью к местным жителям. Добрый вечер. Здравствуйте. А можно попросить у вас водички налить? Спасибо большое. А вечером нас ждал невероятной красоты закат. Простите, но так и подмывает это сделать. Хотя нет, кажется, там вроде рассвет был, а не закат. Короче, неважно. На утро, после целого дня педалирования, в мышцах стала чувствоваться усталость. Несмотря на то, что за предыдущие 2 дня мы проехали всего-то около 100 километров. Пологие равнины сменялись холмами с затяжными подъемами. Мы постепенно приближались к горной Башкирии. Но самым изматывающим фактором оказалась жара. Наученные Тверским походом, мы купили себе джерси, но кое-чего учесть все-таки не удалось. Вода. Зачем очки-то? Вода в таких условиях кончалась довольно быстро. А если нам изредка и попадался сельский азык-тулек, то есть магазин, то чаще всего он был закрыт. Пчелки. Горели все. Поначалу ты думаешь, нормально все. А потом уже все красные на запад. Мы пока едем, вообще кошмар. Солнце печет. Наверное, градусов 30, да? Кое-как мы дотянули до Давлеканова и буквально ворвались в первую попавшуюся забегаловку. А когда мы наспех утолили первичную жажду и голод, мозг снова заработал, а тело потребовало чуть больше комфорта в качестве компенсации за перенесенные страдания. Поэтому мы перебрались в заведение получше. Тут был кондиционер и более обширное меню с холодными салатами. О, вот он, рай на земле. Не будем больше катать летом никогда. Летом это.
Весной Адская чем эффект, хорошо? нереально. Еще насекомых нету. Вот. И осенью тоже уже насекомых нет. Позвонили Туськины башкирские родственники, боялись за нас, катающих по такому пеклу в диких местах. Между делом добавили еще пугалочку, мол, на днях из туймазинской колонии сбежало несколько малолетних преступников, и мы вполне себе можем их повстречать на пути. Но нам было уже все равно. Шанс пострадать от жары был намного вероятнее. Спустя 1,5 часа под кондеем мы все-таки нехотя вывалились на улицу, в баню, в духоту, в печку, но нужно было двигаться дальше. Это нас благоприятные условия в кафе разленили. Ну пойдем хотя бы пешком. Сегодня был самый-самый жаркий день. Мы попали в самое пекло. И по 30-градусной жаре вынуждены были катить по пустынной дороге, где практически не было тени. Поэтому было принято решение изменить наш распорядок дня. Отныне мы будем стараться катать либо уже вечером на заходящем солнце, либо рано с утра, когда солнце только-только встает, уже вроде как светло, но еще нету этой адской жары. Ну, не знаю, короче, что из этого получится. Да. Мы купили местное пиво Шихан Шихан. и проводим наш традиционный обряд. Давай, Тася. У меня так не получается, как у тебя. Ну, хорошо получается, хорошо. Теперь Башкирия примет нас. Это что это? Это цапля. Ой-ой-ой-ой, мы сейчас поймаем цаплю. Вон она, летающая цапля. Поймал. Ребята, это цапля. Или аист, я не знаю. Наловившись цапель, мы, как всегда, легли вздремнуть у дороги. Полпятого утра. Мы все-таки встали. И тут не жарко. Ох, какая красотень! О, класснец!
Ослепленные красотами долины холмов, мы даже не заметили, как попали на длинную перегонную трассу с многокилометровым подъемом и отсутствием инфраструктуры. И попали одновременно в две ловушки, которые накануне вознамерились избегать. 5 бутылочек воды на двоих – это катастрофически мало, когда вокруг жара более 30 градусов и при этом еще приходится заниматься физнагрузкой. Поэтому мы из последних сил ехали, а местами шли пешком вперед. Последний глоток уже горячей воды был разделен на двоих, и сил уже совсем не осталось, когда мы финальным рывком добрались до деревни Красный Клин. И, о чудо, там был открыт магазин, в котором мы купили целую спайку теплой минералки. Простой воды у них не оказалось. Мы были спасены и решили все-таки устроить дневной привал возле пастбища. Разбудили нас подозрительные людские фигуры, снующие вокруг палатки. Это оказался владелец пастбища со своими потомками, возводящий ограждение по периметру. На мой вопрос, не мешаем ли мы, он заверил, что нисколько, и что мы можем отдыхать сколько хотим. Судя по всему, слух о 2 чужаках, разряженных как попугаи и на великах, разлетелся по всей деревне. Поэтому вскоре нас навестили местные юные поклонники двухколесных коней. Здрасте. Я такой булкой мечтала несколько дней. Купили здесь в местном магазине. Булка мягкая вообще. Прям как из детства. А потом поднялся шквалистый ветер. Ох уж эти прихоти местного климата. Ну, раз на то пошло, тогда нам бы не помешало еще и дождь. Духи башкирской природы, пожалуйста, дайте нам немножко дождика. Ой, да держи, не жалко. Ура! Спасибо! Стоим на остановке, пережидаем дождь. После дождя ехать стало значительно легче, поэтому мы вознамерились во что бы то ни стало добраться до Стерлитамака именно сегодня. Продавец придорожного кафе уверил нас, что до города осталось совсем немного, и затяжных подъемов на пути больше не будет. Так, всего одна маленькая горочка. Это вот этот небольшой подъем? Последний десяток километров мы добивали уже поздно ночью. Общим советом экспедиции было вынесено решение, что после всех перенесенных испытаний мы заслужили освежающий душ и сон в мягкой кровати.
Найти гостиницу в первом часу ночи было непростой задачей, но мы в этот раз крепко держали удачу за хвост. Мы даже представить не могли, где сможем переночевать по цене дешевой гостишки.